Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Санкции Трампа против Лукойла могут привести к падению правительства Болгарии и усилению позиций пророссийских сил, пишет Политико. Из-за санкций может остановиться крупнейший НПЗ страны, обеспечивающий топливом всю Болгарию, которая уже ограничила экспорт топлива в страны Евросоюза. Александр, пожалуйста, прокомментируйте, а что это за НПЗ такой и насколько он в принципе ценен? Ну, НПЗ располагается в Бургасе. Это не совсем НПЗ, это нефтехимический комплекс. Его построили еще в 60-х годах, точнее, ввели в эксплуатацию в 60-х годах. Я думаю, все любители истории понимают, что это было при страшном кровавом тоталитарном коммунистическом режиме, который угнетал Болгарскую республику изо всех сил, и поэтому там строились перерабатывающие мощности. Собственно говоря, строительство перерабатывающих мощностей прошло вполне себе успешно, использовалось для переработки нефти, поступавшая из СССР, и там производилось, собственно говоря, производились не только нефтепродукты, ну, банальный набор, то есть бензин, дизельное топливо, топливо для реактивное топливо, мазут и прочее. Так вот, производились еще полимеры, производились, ну, сжиженные углеводородные газы. В общем, как-то так. И в 99 году, как пишут, за чуть более 100 миллионов долларов этот завод был куплен компанией «Лукойл». Компания «Лукойл», в общем-то, всю свою историю пыталась выстраивать бизнес как компания международная, такая транснациональная. Насколько я понимаю ситуацию, я, возможно, здесь глубочайшим образом заблуждаюсь, компания «Лукойл» старалась всячески подчеркивать, что она вот не российская, она прям вот такая, знаете, хорошая, качественная компания, которая работает и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в Соединенных Штатах, ну и немножечко в России, вот что чем-то там занимается. Как бы активы у нее есть везде, всюду, и в определенном смысле, да, это, наверное, у нее получалось, по крайней мере, если брать активы перерабатывающие, они во многом были сконцентрированы за пределами Российской Федерации. Если брать активы, э, относящиеся к автозаправочному бизнесу, они тоже во многом были сконцентрированы за пределами Российской Федерации. В общем, в 99 году они купили в том числе компанию, располагавшуюся в Болгарии. Болгария к этому времени переживала далеко не лучший период своего существования. И, знаете, для того, чтобы подчеркнуть, как изменилась Болгария после кровавого тоталитарного прошлого, все понимают, что Болгария страдала под пятой коммунистов просто изо всех сил. Потребление моторных топлив, по данным Управления энергетической информации Соединенных Штатов Америки, в Болгарии по сравнению с 90-м годом, в 23-м году, за 23-й год есть последние данные такого рода, так вот, потребление автобензинов сократилось в Болгарии примерно в 4 раза. Вот. Страшно было жить в те времена, когда приходилось потреблять бензина в 4 раза больше, чем сейчас. Ну, возможно, просто все пересели на электромобили, возможно. А возможно, часть населения Болгарии куда-то, знаете, испытала тягу к перемене мест. Я помню, как в нулевые годы общался с одним доктором исторических наук из Болгарии, и я тогда у него поинтересовался уровнем зарплат. Ну, как-то мы вот вышли на тему, на эту веселую тему. Вот. Он назвал зарплаты, но они были не намного выше, чем, скажем, в такой постсоветской стране, как Украина в этой же сфере. И прямо скажем, тогда уже Болгария была частью Европейского Союза, однако, ну, экономическая мощь Болгарии, к огромному сожалению, это не попытка принизить как-то население страны, это не попытка принизить саму страну как таковую, это скорее камень в огород государства болгарского. Так вот, получалось, что вхождение в Европейский Союз не принесло какого-то экономического взлета. Болгария при
кровавом тоталитарном прошлом была довольно экономически промышленно развитой страной. Понятно, и курортный бизнес процветал. Сейчас Болгария, если делится, ну, поправьте меня, если вдруг вы нас смотрите из Болгарии, но, насколько я могу судить, Болгария делится на две неравновесные части, на центральную и на прибрежную. Прибрежная часть вполне себе процветает, ну, точнее, не знаю, как сейчас, ранее процветала. Там покупали недвижимость граждане Российской Федерации в том числе, ну и прочие иностранцы тоже. Ну и в целом туристический бизнес в Болгарии чувствовал себя крайне неплохо. То есть все, кто жил вдоль побережья, а, смогли как-то поправить свои дела. А если говорить там про научную составляющую, если говорить про промышленную составляющую, ну, это небо и земля, то, что было там до конца 80-х годов, и то, что наблюдается сейчас. Центр страны чувствует себя довольно плохо. То есть, если посмотреть на текущее положение вещей, ну, во-первых, люди там стараются не задерживаться просто потому, что работы не особо много, условия не особо привлекательные. Если есть возможность уехать куда-нибудь еще, люди уезжают куда-нибудь еще. Интеллектуальная элита страны, в общем, тоже, мягко скажем, старается не задерживаться, потому что за пределами Болгарии, в других странах Европейского Союза за ту же самую работу можно получить существенно большие деньги. Возможно, да, с нулевых годов ситуация в Болгарии исправилась, и сейчас там доктора наук получают какие-то невероятно высокие деньги, но вот могу доложить про то, что было около 20 лет назад. Да, вполне верю, что с тех пор все очень сильно изменилось. Опять же, если вы нас смотрите из Болгарии, дайте знать. Вот, Владимир, если каким-то чудом ты нас смотришь, ну, тоже напиши, как дела. Как семья, как там вообще. Лучше, правда, писать мне лично в соцсетях, но я не настаиваю, можно и в комментариях. Вот, что касается Лукойла э, и вот этого предприятия. То есть, еще раз, если посмотреть на уровень потребления того же автобензина, то, ну, как считают в Соединенных Штатах, они любят считать в баррелях. Так вот, в баррелях потребляют этих самых автобензинов не очень много, собственно, и население Болгарии не очень велико, потребляет порядка 11 тысяч баррелей, 11 тысяч бочек бензина в сутки. Вот. Ну, это мало. Это, еще раз повторю, мало. И автопарк Болгарии довольно старый. В целом автомобилизация Болгарии не очень велика. Ну и прочее, прочее, прочее. То есть это не очень развитый в этом плане регион. И опять же, я это говорю не для того, чтобы обидеть население Болгарии, я говорю не для того, чтобы страну унизить. Это скорее говорит о осмысленности государственной политики этой страны. За прошедшие годы, вот это, знаете, когда Болгария вырвалась из состава СЭФ и расцвела, ну, она умудрилась, как бы такое приличное слово подобрать, не воспользоваться, давайте вот такое приличное слово используем, не воспользоваться как минимум тремя крупными проектами с российскими компаниями в области энергетики, включая такой проект, как Южный поток, включая ряд проектов в области там, атомной энергетики, нефтяной отрасли. В общем, болгарское государство, большие молодцы в этом плане. Я бы предложил им написать историю своих энергетических свершений и назвал бы эту книгу «Упущенные возможности». Ну вот среди упущенных возможностей теперь можно будет записать нефтяную и нефтяную историю, ну, именно историю взаимоотношений с компанией «Лукойл». И не сказать, что компании «Лукойл» не намекали, что пора бы и честь знать, то есть покинуть территорию Болгарии. А, Прозрачно ей на это стали намекать еще в 22 году, но такие прямые намеки пошли уже в 23-м. Тогда болгарское руководство сказало, что прошу прощения, в начале 24 года, раньше, чем предполагалось, чем разрешено Европейским Союзом, запретит импорт российской нефти, а тогда импортировалось порядка 125 тысяч баррелей в сутки. Это вот можно, опять же, 11 тысяч баррелей бензина в сутки потребляется и где-то 125
тысяч баррелей нефти сырой отправлялось туда. Ну, где-то четверть из этой сырой нефти превращалась в автобензины. Это не то чтобы строгая величина, но это дает возможность сориентироваться о каком порядке величин поставок на внутренний рынок, потребности внутреннего рынка, и о каком порядке величин производства автобензинов мы в данном случае можем говорить. Вот, еще раз напомню. Прошу прощения. Да, после всех модернизаций, которые этот комплекс прошел, можно говорить о том, что он за год может перерабатывать порядка 7 миллионов тонн нефти. Это, ну, для Балкан это немало, но по российским меркам это не очень большое предприятие. Но да, для Балкан это предприятие довольно существенное. Наверное, в прежние годы НПЗ в Панчево мог бы посостязаться с Бургасом по показателю установленной мощности, перерабатывающей мощности. Но после натовских бомбардировок, так совпало, тоже произошедших, как и покупка Бургаза в 1999 году, возможности были несколько снижены, а модернизация, которая проводилась последние 16 лет, ну, пока не привела к восстановлению прежних мощностей. Сейчас перерабатывается порядка 4,5, где-то 5 миллионов тонн в Панчево. Поэтому, да, Панчево уступает. И когда говорят, что Бургас – это первый по величине нефтеперерабатывающий завод на Балканах, в общем-то, не кривят душой, да, действительно. Возвращаю вас в начало видео, где я, в общем-то, проговорил мысль о том, что Лукойл старался быть такой зарубежной, международной компанией, всячески этот статус международной компании подчеркивал. То есть мы в данном случае, завершая, в общем-то, эту мысль, мы в данном случае видим ситуацию, которая называется «финита ля комедия», которая длилась последние, ну, как минимум года два, а по большому счету года три. И кто в итоге завладеет этими мощностями, ну, претендентов масса. Азербайджанская Сокар говорят, изъявляла желание купить. В регионе есть другие поставщики, точнее, есть другие нефтегазовые компании, которые могли бы заинтересоваться. Но, в принципе, Азербайджан, наверное, здесь будет неплохим вариантом. Возможно, можно было бы предположить и казахстанский некий интерес в приобретении такого рода активов, потому что, ну, у Казахстана есть нефть марки Кебко, которая неотличима от Urals, а вот эти вот мощности, в принципе, были рассчитаны на эффективную переработку Urals, ну или смеси, подобной по характеристикам Urals. Ну вот, наиболее подобная по характеристикам Urals это Кебко. Это, правда, не означает, что именно казахстанская компания какая-нибудь будет претендовать на эти активы. Скорее, действительно, может претендовать Азербайджан, ну, тем более, что вы можете взять нефть в Казахстане, Ираке, можете еще где-нибудь ее приобрести и получить смесь с необходимыми вам характеристиками. А можете, кстати, продать эти активы какой-нибудь другой какой-нибудь центральной европейской компании, какой-нибудь МОЛ, какой-нибудь ОМФАО, ну мало ли таких компаний. В общем, учитывая поползновение болгарского руководства, мы можем сказать, что, наверное, действительно стоило послушать доброго совета, болгарское руководство давало компании «Лукойл» на протяжении последних 2 лет, и надо было продать эти активы раньше. Но, опять же, мы с вами с дивана эту ситуацию оцениваем, и вот с дивана это выглядит так. Возможно, изнутри ситуация выглядит совершенно иначе, есть какие-то обстоятельства непреодолимой силы, либо есть просто некая упертость и вера в то, что удастся пропетлять, которая, видимо, после введения санкций должна была иссякнуть. Ну, на этом, дорогие друзья, в общем-то и все. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.